Правильная канализация в частном доме. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. О том, как отводятся хозяйственно-бытовые стоки из загородного дома, написано достаточно много, но большинство этих материалов касается оборудования и правил обустройства наружной канализации, в функции которой входит прием, очистка и сброс отработанных стоков. Сегодня речь пойдет о внутренней канализации в доме. Внутренняя или внутридомовая канализация представляет собой систему сантехнических приборов и трубопроводов внутри здания, которые собирают и отводят стоки в вертикальный трубопровод – стояк. Верхняя часть стояка, вытяжка, выводится выше крыши, через нее отводятся скапливающиеся в канализационной системе газы. Если в доме разветвленная канализационная система и несколько стояков, их можно объединить и сделать одну общую вытяжную трубу. Вытяжка должна устанавливаться на расстоянии не менее 4 метров от окон и балконов и возвышаться над кровлей на 30-40 см. В подвальной цокольной части дома стояк плавно переходит в горизонтальную трубу – выпуск. С этого места начинается канализация внешняя, которая отводит сточные воды дальше в лоз или поселковую сеть. Внутренняя канализация отвечает за комфортную жизнь в загородном доме, без отвратительных запахов, непонятных шумов, досадных протечек и затопления фекальными водами. Чтобы исключить все эти неприятности, надо выбрать износостойкие трубы, обеспечить герметичность соединений и правильный монтаж. Раньше для стояков и выпусков использовались исключительно чугунные трубы, прочные, долговечные, пожаробезопасные. Это плюсы, но есть существенные минусы: внушительный вес, весьма трудоемкий монтаж, шероховатая внутренняя поверхность, на которой со временем накапливаются отложения, сужающий просвет. Сейчас в системах автономной канализации вовсю применяются пластиковые трубы, легкие, удобные в работе, они монтируются в 3-4 раза быстрее чугунных, надежные, долговечные, вполне эстетичные на вид. Трубы из поливинилхлорида ПВХ недорогие, значительно в 7,5 раза легче чугунных, имеют высокие характеристики по прочности и химической стойкости и низкий коэффициент шероховатости. Полипропиленовые безнапорные трубы для внутренней канализации на порядок выше, они тоже устойчивы к коррозии и агрессивным средам, надежны и долговечны, быстро монтируются и долго служат. Но в отличие от ПВХ труб, они термостойкие и могут перебрасывать сточные воды температурой до 95 градусов и даже 100 градусов при кратковременном воздействии. Для современных загородных домов это весьма актуально, так как стоки из стиральных и посудомоечных машин могут быть разогреты до 90 градусов Цельсия. Однако трубы из ПВХ способны выдержать не более 60 градусов Цельсия. Еще одно преимущество полипропиленовых труб – меньшая толщина стенок при сохранении той же механической жесткости. То есть при прочих равных система из полипропиленовых труб будет весить меньше, чем из поливинилхлоридных. И, наконец, стоимость полипропиленовых труб ниже по сравнению с ПВХ трубами. Высокое качество труб еще не гарантия надежной работы внутренней канализации дома. Многое зависит от правильности монтажа системы. Перед началом обустройства внутренней канализации надо сделать в стенах и перекрытиях все необходимые отверстия, штробы, ниши, оштукатурить участки стен, над которыми будет проложен трубопровод, подготовить траншею для выпускной трубы. Сначала монтируется стояк, снизу вверх начиная с выпуска, затем поэтажные отводы, начиная от крестовин стояка, причем все горизонтальные участки должны иметь небольшой уклон по ходу отведения стоков. Самые проблемные места канализационного трубопровода – стыки. Их уплотняют с помощью специальных резиновых колец, качество которых определяет, как долго соединение будет оставаться герметичным. Помимо этого, уплотнительные кольца компенсируют несовпадение осей соединяемых частей. Однако слишком неравномерная деформация уплотнителя может стать причиной протечки. Поэтому искривленность оси на составных участках отводов и стояка не должна превышать толщины стенки трубы на каждый метр длины трубопровода. Участки трубопровода внутренней канализации прокладываются по прямой. Изменение направления и подсоединение сантехники осуществляется с помощью специальных соединительных фасонных деталей – тройников, отводов, крестовин и других.
Следует позаботиться также о том, чтобы трубы во время эксплуатации не искривлялись. Для этого при сборке раструбных соединений с резиновым уплотнителем между торцом гладкого конца трубы и основанием надетого на нее раструба оставляют небольшой зазор, который будет компенсировать удлинение трубы при нагревании от теплых стоков. Прокладка внутридомового канализационного трубопровода не допускается под потолком, в стенах и под полом жилых комнат. По окончании работы проведения испытаний все штробы и отверстия в стенах и перекрытиях заделываются. Профессиональный монтаж внутренней канализации обеспечит ее бесперебойную работу на долгие годы. Конечно, со временем любая инженерная сеть начинает барахлить. Мелкие неприятности в виде протечек из сантехнических приборов можно ликвидировать самостоятельно, заменив уплотнительные кольца или подтянув гайки, либо пригласить сантехника. А вот устранение, например, повторяющегося срыва гидравлического затвора потребует привлечения профессионалов, полного обследования канализационной системы, а подчас и существенной ее переделки. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Татьяна Гречко. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.